Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как легко приготовить ягодный тарт с очаровательным декором – цветной ягодной меренгой. В его основе сниженное содержание муки, за счет чего этот тарт содержит много белка и мало углеводов. Готовится он очень быстро. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом многослойного шоколадного торта «Белая полоса». Он очень мягкий и нежный, в нем много белка и мало углеводов. Оформлен этот торт мягким коржом, который не пересохнет от времени. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Для основы нам понадобится 80 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Подойдет также овсяная или полбяная. В общем-то подойдут и безглютеновые виды муки, но количество муки в тесте, а также его текстура могут немного отличаться. Добавляем 50 грамм соевого изолята и перемешиваем. Именно соевый изолят в данном тесте помогает добиться сниженного количества муки и, соответственно, углеводов, а также высокого содержания белка. Если у вас нет соевого изолята, то в описании я оставила для вас ссылки на видео с несколькими другими возможными вариантами основы для этого пирога, в том числе основы из печенья или вовсе без выпечки. Также для теста соединяем в сотейнике 50 грамм эритрита, подойдет и другой подсластитель, 20 грамм лимонного сока, 10 грамм кокосового масла и 2 яйца. Перемешиваем эти ингредиенты и нагреваем на плите до горячего состояния и полного объединения. Но, конечно, не кипятим, чтобы яйца не свернулись. Максимальная температура нагрева 75 градусов Цельсия. В горячую массу вводим 3 грамма соды. Смесь начнет пениться и увеличиваться в объеме. Помешиваем. И сюда же в горячую массу добавляем мучную смесь. Тщательно перемешиваем. Сначала лопаткой. Это тесто очень легко вымешивается. Потом руками. Получается вот такое мягкое пластичное тесто. Допустимо, если оно совсем чуть-чуть будет липнуть к рукам. Но если у вас липнет сильно, то добавьте немного муки или соевого изолята. Количество муки у вас может немного отличаться от моего, потому что оно в этом тесте зависит от очень многих факторов. Упаковываем тесто в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минут на 40. Выпекать я буду в кольце диаметром 20 см, которое стоит на антипригарном коврике. Форму смазываем маслом, чтобы потом легко отделить основу. И достаем наше слегка подзастывшее тесто. Его, в принципе, можно раскатать и потом выложить в форму. А можно просто руками сформировать лепешку и выложить на дно формы. А затем постепенно распределить его по бортикам. Создать ровные линии поможет стакан цилиндрической формы с плоским дном. Прокалываем дно вилкой, чтобы тесто не вздулось. И отправляем его в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку до легкого подрумянивания на 15-20 минут. Корж испекся, он слегка начал румяниться. Это идеальный вариант, когда корж поднялся, пропекся, но при этом не потерял много влаги и не стал сухим, как сухарик. Ставим его на подложку и вынимаем из формы. Для ягодного слоя нам понадобится 300 грамм ягод. У меня это размороженная черная смородина с соком. Также отдельно я взяла 15 грамм свекольного сока для более насыщенного розового цвета. И часть сока от смородины тоже отливаю. Весь этот сок понадобится нам для приготовления розовой меренги. Суммарно должно быть 30 грамм сока, если вы будете готовить меренгу на сыром белке, и 65 грамм сока, если на сухом. К ягодам добавляем 2 грамма агар-агара и 10 грамм подсластителя. Сладость, конечно, регулируйте на свой вкус. Теперь ягоды нужно довести до кипения и прокипятить пару минут для активации агар-агара. Начинка застынет при остывании до 40 градусов Цельсия. Поэтому, не дожидаясь остывания, перекладываем ее на основу и распределяем. Для меренги 30 грамм яркого сока отправляем в сотейник.
Вообще можно и больше, но в этом случае и время варки сиропа будет больше. И 35 грамм в чашу для взбивания. Сюда же добавляем 5 грамм альбумина, то есть сухого пастеризованного белка. Если вы используете сырой белок, то сок добавлять не нужно, просто один белок от яйца отборной категории с добавлением пол-грамма лимонной кислоты. Замену, как всегда, пропишу в описании. В сотейник добавляю 40 грамм эритрита и 10 грамм изомальта. Способы замены этих подсластителей я также укажу в описании под видео. Количество подсластителей здесь не стоит изменять. При меньшем количестве меренга не взобьется правильно, а при большем количестве эритрит кристаллизуется, начнет скрипеть на зубах и сделает меренгу очень сухой. И сюда же я добавляю 6 грамм интенсивного подсластителя. Смородина – кислая ягода, и по моей задумке начинка тарта будет с кислинкой, а меренга довольно сладкая. Таким образом мы создадим баланс сладости. Теперь нам нужно уварить эту массу на среднем огне до достижения температуры 110-112 градусов Цельсия. Весь этот процесс занимает немного времени, около 2 минут после закипания на среднем огне. Поэтому можно начинать взбивать белок. Чаша и венчик для взбивания должны быть сухие и обезжиренные. Сначала на средней скорости до образования легкой пены, а затем увеличиваем до высокой. Белок взбиваем до устойчивых пиков. Важно не перевзбить его до вливания сиропа. В идеале как раз к этому моменту должен быть готов сироп. Его температура достигла 112 градусов Цельсия. Сразу горячим вливаем сироп в белок. Тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. И продолжаем взбивать белки около 3-4 минут. Готовность меренги можно определить визуально. При взбивании внутри нее образуются полости. Это один из показателей готовности. Также она должна стать полностью гладкой и глянцевой. Важно, чтобы на ней не оставалось заметных глазу пузырьков. Использовать эту меренгу нужно сразу. Выкладываем ее на поверхность тарта. Цвет получился потрясающе яркий, абсолютно без красителей и очень просто. Хаотично придаем ей красивую форму. Воздушная глянцевая меренга выглядит очень романтично. Давайте разрежем тарт. Мягкий, неуловимый мусс просто окутывает нежностью. Он сладкий, с легким ягодным вкусом. А начинка с ярко выраженной смородиновой кислинкой. И все это на довольно весомой основе. Это прекрасное сочетание вкусов и текстур, которое готовится удивительно просто. Полью эту красоту шоколадной глазурью. И будем пробовать! Это потрясающе вкусно! Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!